Всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо, и сегодня мы продолжим наши видео, связанные с мошенничеством, и в частности поговорим о мошенничестве посредством СМС. На сегодняшний день мошенники достигли такого продвинутого уровня, что зачастую на экране вашего телефона вы можете увидеть не незнакомый вам номер, а название вполне знакомой вам организации. Это название может быть похожим, например, на название вашего банка или мобильного оператора. И, естественно, целью мошенников, как всегда, является получить доступ к вашим деньгам. Как правило, такого рода СМС содержат в себе ссылки, содержащие вирусы. И как только вы перейдете по данной ссылке, то автоматически мошенники получат доступ к вашему мобильному телефону. Если вы храните банковские карточки на своем мобильном телефоне, то, естественно, вы таким образом сразу же дадите доступ мошенникам к вашим банковским данным. В частности, такая функция есть в Apple айфонах, когда для удобства владельцы айфонов могут расплачиваться не банковской карточкой, а своим телефоном, потому что все данные банковской карты сохранены на данном телефоне. Что вам необходимо запомнить в ситуациях такого рода? Во-первых, здесь все рассчитано на внимательность. Как правило, такого рода СМС содержат ошибки в названиях. Это может быть либо грамматическая ошибка в середине слова, где, например, вместо буквы «е» содержится буква «и», либо в конце предложения содержится мягкий или твердый знак, либо если название организации, знакомой вам, состоит из одного слова, то в СМС это название может состоять, например, из нескольких слов. Давайте приведем пример. Если название вашего банка ООО «Фокусник», а вы неожиданно получили СМС от ООО «Фокусник и партнеры» или от ООО «Фокусник» с твердым знаком на конце. Здесь, естественно, сразу же необходимо проявить бдительность и вместо того, чтобы переходить по ссылкам, которые в этом СМС могут содержаться, вам необходимо зайти на официальный сайт знакомой вам организации, либо банка, либо мобильного оператора, и проверить там официальный номер данной организации. Не полениться, позвонить по этому номеру и, соответственно, адресовать природу полученного вами сообщения. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Пожалуйста, проявляйте бдительность, и если у вас есть вопросы, оставляйте ваши комментарии. Вы также можете подписаться на нас в Инстаграме и в Фейсбуке. А для более детальных вопросов о нашей организации заходите на наш веб-сайт. Всего доброго, до свидания.